Первое впечатление от Кызылординской области – это суровый, резко континентальный климат. Летом здесь встречает вас 40-градусная жара, даже в тени, ветер и пыль. Засуха, нехватка воды для полива и соленая почва усложняет работу земледельцев. Не секрет, что год за годом идет интенсивное развитие процессов опустынивания и деградации земель, в связи с чем резко сократились площади орошаемых земель. К тому же по урожайности сельскохозяйственных культур, за исключением, пожалуй, риса, Кызылординская область уступает другим регионам. Река Сырдарья – основной жизненно важный источник воды в этом засушливом регионе. В то же время воды не хватает не только для сельского хозяйства, но и для нужд жителей, даже в областном центре. В советское время живительная влага бойко бежала по арыкам, а затем ее просто не стало. Попытки восстановить арычную систему были, даже реконструировали лоточные арыки, но из-за нехватки воды все усилия сошли почти на нет. Проблема нехватки поливной воды – одна из самых острых в регионе. Применение капельного орошения – передовой метод сбережения воды, повышение производительности труда и урожайности. Этот способ зарекомендовал себя как исключительно эффективный и малозатратный. Ежегодно мы применяли арычное орошение. При таком орошении земля высыхала, верхний слой почвы вымывался, а капельное орошение как дождь, земля остается влажной. Я уверен, метод капельного орошения будет широко распространяться в нашем регионе. Население уже понимает, что это эффективно. Программа развития Организации Объединенных Наций совместно с компанией Samsung Electronics в рамках проекта «Сохраним питьевую воду» вносит свой вклад в решение проблемы нехватки воды в регионе. В рамках проекта предусматривается обучение населения применению водосберегающих технологий, а также безвозмездная передача оборудования для капельного орошения наиболее нуждающимся гражданам и социальным объектам в сельской местности. Одним из показательных примеров является средняя школа номер 268 в аульном округе Аксуат, где усилиями педагогов и учеников был разбит пришкольный участок, на котором выросли вкусные и красивые помидоры, огурцы, баклажаны, тыква, свекла и морковь. Витаминизированное питание существенно улучшило рацион школьников, а сами ребята с удовольствием занимаются садоводством, и все благодаря капельному орошению. Компания Samsung является лидером в ряде категорий в сфере высоких технологий. Мы намерены поддерживать свое лидерство в индустрии, в том числе и посредством инвестирования в социальные проекты. Компания Samsung всегда стремится делать вклад в социальное развитие стран своего присутствия. Целью проекта Nano Village «Сохраним питьевую воду», который мы реализуем вместе с программой развития ООН, направлена на внедрение системы капельного орошения в сельской местности Кызылординской области. Нам очень приятно, что данный проект не только повышает благосостояние сельского населения через создание более благоприятных условий для внедрения подсобного сельского хозяйства, но и содействует решению экологических проблем через существенную экономию воды. В этом проекте достаточно быстро получили первые результаты, мы этим очень гордимся. Экономится вода, детки получают в школе витаминизированное питание. Вы знаете, самое приятное – видеть это горящие глаза. Сотрудниками и волонтерами ПРООН проведены информационно-разъяснительные работы среди населения. Закуплено качественное оборудование для капельного орошения. Проектом охвачено около 200 домохозяйств и социальных объектов в Жалагашском, Сырдарьинском, Шилийском районах, а также в пригородные сельские округа Аксуат и Кызылжарма. Житель аула Кызылжарма, пенсионер Каржау Калыкулов, один из бенефициаров проекта, любит заниматься садоводством, но дефицит поливной воды не давал возможности выращивать овощи для своей большой семьи. Теперь он рад, что на его участке работает умный механизм – капельное орошение. До этого ничего не могли вырастить. Это естественно, нет поливной воды. Арыки, лотки все сухие. Поливал вручную, но это разве дело? А теперь смотрите, какой умный механизм. Вода сразу идет в корни, благодаря чему не растет сорняк. Я благодарен авторам уникального проекта. Это на самом деле благое дело. Мы убедились в эффективности этого проекта. Посадив много растений, мы получили хороший урожай. Выражаем огромную благодарность организаторам проекта. Компания Samsung всегда поддерживает социальные проекты, которые идут на улучшение жизни народа,
Капельное орошение – это очень важный проект, так как он сохраняет питьевую воду и использует его по назначению. Хочется надеяться, что проблему поливной воды в скором времени удастся решить, а Кызылординская область станет более зеленой и благоустроенной. Безусловно, проект востребован. Он будет способствовать защите природных ресурсов для обеспечения благосостояния населения области, в том числе наиболее уязвимых граждан. Внедрение инновационных и одновременно доступных технологий и практик играет огромную роль. Капельное орошение – доступная инновация, обеспечивающая быструю отдачу инвестиций и бережное отношение к окружающей среде.